Listen to and read the famous fairy tale, Little Red Riding Hood, by Charles Perrault in Russian. A great way to improve your Russian listening and reading skills. Красная шапочка. Жила-была в одной деревне девочка красоты невиданной. Мать любила ее без памяти, а бабушка и того больше. Сшила как-то раз бабушка любимой внучки шапочку красного цвета. И так сильно она девочке понравилась, что и снимать не хотелось. Всюду ходила она в своей шапочке, потому и стали называть ее «красной шапочкой». Раз испекла мама пирожки и говорит своей дочке: «Сходи-ка ты навести бабушку, ей не здоровится, да отнеси ей пирожки и горшочек масла. Смотри, только в лесу не останавливайся и ни с кем не разговаривай». Красная шапочка была послушной девочкой. Она сейчас же собралась и отправилась к бабушке, которая жила в другой деревне. Идет она по лесной тропинке, и тут навстречу ей волк. Волк хотел было ее съесть, да побоялся, потому что поблизости был слышен стук дровосеков. Вот он и спрашивает: «Куда ты идешь, красная шапочка?» Бедная девочка забыла, что опасно в лесу останавливаться и разговаривать с волками, и отвечает ему: «Иду к бабушке, несу ей пирожки да горшочек масла». «А далеко живет твоя бабушка?» — спрашивает волк. «Очень далеко», — отвечает красная шапочка. «Вон за той мельницей, что виднеется на опушке леса. А там будет первый дом, как войдешь в деревню». «Знаешь, — говорит ей волк, — пойду-ка и я навещу твою бабушку. Я пойду этой дорогой, а ты ступай по той. Посмотрим, кто из нас быстрее дойдет». и волк бросился изо всех сил бежать по самой короткой дороге, а девочка побрела не спеша по самой длинной. По пути она собирала букеты и напевала песенки. Прибежал волк первым к бабушкину дому. Постучался. Тук-тук. «Кто там?» «Это я, внучка ваша, красная шапочка», — отвечал волк тоненьким голоском. «Принесла вам пирожки да горшочек масла». Бабушка лежала в постели, потому что ей немного не здоровилось, и крикнула оттуда: «Дерни за веревочку, дверь сама и откроется». Волк дернул за веревочку. Дверь открылась. Он бросился на старушку и разом проглотил ее, потому что уже больше 3 дней ничего не кушал. Потом он запер дверь, улегся в бабушкину постель и стал поджидать красную шапочку, которая через некоторое время добрела до бабушкиного домика и постучалась. Тук-тук. «Кто там?» Услышав грубый голос, красная шапочка сперва было испугалась, но, подумав, что, видимо, у бабушки голос осип из-за болезни, отвечала: «Это я, внучка ваша, красная шапочка, принесла вам пирожки да горшочек масла». Волк крикнул, как только мог, тонким голосом: «Дерни за веревочку, дверь сама и откроется». Красная шапочка дернула за веревочку, дверь открылась. Когда девочка вошла, волк закутался хорошенько в одеяло, чтобы она его не узнала, и говорит: «Положи куда-нибудь пирожок да горшочек масла. Иди приляг со мною, отдохни с дороги». Красная шапочка прилегла рядом и спрашивает: «Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие руки?» «Это, внучка, чтобы покрепче тебя обнимать». «Бабушка, бабушка,
«А почему у тебя такие большие уши?» «Это внучка, чтобы получше тебя слышать». «Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие глаза?» «Это внучка, чтобы получше тебя видеть». «Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие зубы?» «А это чтобы тебя съесть!» И с этими словами злой волк бросился на Красную Шапочку и проглотил ее. Хорошо, что в ту пору в лесу работали дровосеки. Они услышали шум и вбежали в дом, где сразу кинулись к волку. Освободили Красную Шапочку и бабушку. Обе были целые и невредимые.